Привет, друзья! На связи обычный парень с микроскопом. Если вы впервые на канале, добро пожаловать в клуб тех, кто любит смотреть, как крошечные существа погибают в каплях подозрительных жидкостей. Сегодня мы с вами продолжаем наш эпопейный цикл видео про нашатырный спирт и его беспощадную войну с клещами Демодекс. Но сразу, как всегда, важное предупреждение. Не повторяйте этого дома. Я не врач, не микробиолог и даже не аптекарь. У меня просто есть микроскоп, немного свободного времени и огромное желание показать вам то, что обычно скрыто от наших глаз. Если у вас есть проблемы с кожей, не надо капать нашатырь, идите к врачу. Серьезно. Вы помните, что в прошлых видео мы уже протестировали 10 и 5% нашатырный спирт. И эти концентрации, мягко говоря, мгновенно отправили клещей в мир иной. Кому интересно, посмотрите эти ролики. Там было жарко. Сегодня же мы понижаем градусы 2% нашатырного спирта. И вот главный вопрос. Сможет ли такая слабенькая концентрация все еще убить клеща? Ответ узнаем очень скоро. Кстати, если вам нравится, что я жертвую своим лбом ради науки и клещей, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Это не просто поддержка, это буквально кислород для развития канала. Пока я подготавливаю площадку, немного фактов. Нашатырный спирт – это раствор аммиака в воде. Он резко пахнет, раздражает слизистые и часто используется в быту как приводящие в чувство средства. Но в больших концентрациях он просто токсичен. Даже 5% аммиак, как мы помним, уничтожал клеща за минуты. А вот 2%, казалось бы, вода и с запахом. Но как оно на самом деле, сейчас узнаем. Я открываю бутылочку. Ох! Вот с этим запахом просыпаются не только мозги, но и воспоминания о всех своих грехах. Он как будто говорит тебе: вставай, давай, беги. Так что да, нашатырь бодрит. Но будет ли он также бодро убивать клещей? Сейчас проверим. По традиции беру скотч, лоб прижимаю, готово. Поймал целую армию клещей. Вот они, 5 красавцев. Все живы, бодры, лапками машут. Никто не просится домой. Показываю вам их всех на одном экране. А теперь погнали по очереди. Вот он, наш первый боец. Живой, активный, с виду настоящая матка. Внутри видны круглые структуры, возможно яйца. Капаю 2% на шатырь. Сразу началась реакция. Видно, как внутри все плывет и сжимается. Проходит 10 минут, и клещ замирает. К 16 минуте полное разрушение. Прокручиваю вам повтор этого момента. Посмотрите внимательно. Зрелище не для слабонервных, но крайне познавательное. Теперь по традиции раздавим иголкой и располовиним. Второй клещ маленький, юркий, активный. Без лишних деталей. Клещ как клещ. Добавлю каплю нашатыря. Через 7 минут замер. Еще через 3 все внутри остановилось. Итого 10 минут до гибели. Проверка иголкой. Оп, живого клеща больше нет. Третий. Этот прям малыш, но по толщине в 2 раза шире моего тонкого волоска, на фоне которого он сидит. Добавляя нашатырь, через 4 минуты не двигается. Еще через 4 минуты полное разрушение. Итог 8 минут. При попытке раздавить промах и сломал волос. Вот так вот, не клещ, а саботажник какой-то. Четвертый клещ еще мельче предыдущего, но живой и активный. Добавляю каплю, и волна смывает его прочь. Через 5 минут все, конец. Возможно, погиб быстрее из-за размера. Пытаюсь потыкать его иголкой, но я косой. Минуту промахиваюсь, но все же попадаю. Миссия выполнена. И последний, пятый. Еле шевелится, но живой. И тут фейл. Я забыл капнуть нашатырь. Устал. Ночь. Глаза слипаются. А я думал, уже капнул на него нашатырный спирт. От злости просто раздавил его иголкой.
Прошу прощения у всех любителей клещей, нервы сдали. Почему 2% работает? Скорее всего, даже такое слабое количество аммиака разрушает мембраны клеща, вызывая химический стресс и деформирует внутренние органы. Маленький организм не может справиться с такой агрессией, даже если внешне все выглядит безобидно. А еще время воздействия играет роль. 10% убивает мгновенно, а 2% за 5-16 минут. Следующий эксперимент на шатырь 1%. Если он тоже справится, пойдем еще ниже. 0,5%, 0,25% и так далее. Наша цель найти минимальную концентрацию, при которой клещ все еще погибнет. А это может быть интересно в контексте возможной безопасности для кожи. Но снова, я не рекомендую это повторять. Нашатырный спирт не шутки. На кожу его наносить нельзя. Если есть проблемы с кожей, обращайтесь к врачу. А теперь ваша очередь. В чем бы еще искупать клеща демодекса? Пишите в комментариях. Я читаю все и постараюсь все ваши идеи воплотить. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь, нажмите на колокольчик. Это помогает развитию канала и мотивирует меня продолжать. До встречи в следующем эксперименте. Берегите себя и своих клещей, если они у вас есть. Пока-пока.